Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я вяжу стильную пляжную сумку, которая может служить вместительным и функциональным городским шопером. Она легкая и необычная. Для вязания я использую карамель Baby от пряжа Центр, цвет Эклер. Толщина нити 2 мм, 200 метров в мотке весом 150 граммов, 80% полиэфир и 20% кашмелон. Крючок 3,5 мм. Ссылку на продавца-производителя необходимых материалов и инструментов, как всегда, оставляю под этим роликом. Туда же добавляю свой промокод на скидку. Приступим к работе. Параметры готового изделия и расход пряжи на него озвучу по ходу вязания, а также добавлю в описание под этот ролик. Набрасываю нить на крючок, оставляя край нити перед работой, подхватываю и создаю первую петлю. Сейчас мне необходима цепочка из 28 воздушных петель. Первая, вторая и так далее. Пропускаю первую петлю, оставляю ее на петлю подъема, во вторую ввожу крючок за дальнюю полупетлю, провязываю столбик без накида. Так до конца ряда провязываю 27 точек. В конце ряда в 27 точку я провязываю 2 столбика, делая добавление. Это 28 столбик ряда. Петля подъема, переворачиваю вязание для того, чтобы количество столбиков не менялось. Добавленную в конце ряда петлю я просто пропускаю и провязываю столбик за обе петли кромочной косы. Край начала нити ввожу в полотно для того, чтобы его не прятать. Таким образом сохраняется количество столбиков в ряд, 27 из ряда в ряд. В каждом ряду в конце ряда я делаю добавление. В начале ряда пропускаю его для того, чтобы края моей заготовки были ровные. Это упростит сшивание деталей при сборе изделия. Продолжаю вязать до конца ряда. И снова конец ряда. В одну точку провязываю 2 столбика. Петля подъема, переворачиваю вязание, пропускаю первую точку для провязывания, во вторую точку продолжаю ряд за рядом. С конца третьего ряда я провязываю последний столбик в последнюю точку и добавляю не сюда же, а в кромочную петлю. По кромке образуется вот такая сложенная полупетля. Это и будет считаться добавлением, то есть это 28 столбик ряда. Петля подъема, переворачиваю, пропускаю это добавление, со следующей точки начинаю новый ряд. Таким образом формируется ровный и аккуратный край, очень удобный для сшивания деталей. Ряд за рядом вяжу необходимый размер заготовки. Сейчас у моей детали провязано 88 рядов. Я нахожусь в конце ряда. Напоминаю, ширина детали 27 петель, что соответствует порядка 16 сантиметров в ширину и по рядности где-то 44 сантиметра. Еще будет плюс 6 рядов за счет вывязывания ручки. Для формирования ручки сейчас с конца ряда я провязываю цепочку из воздушных петель в количестве 50 звеньев. Переворачиваю вязание. Крючок буду вставлять в верхнюю полупетлю
и провязывать столбики без накида. Мой ряд увеличился, то есть конец ряда будет здесь, но сейчас вяжу до этого момента, здесь буду делать убавление. В точке соединения ручки с общим полотном делаю убавление для анатомической формы. Вывязываю один столбик, следом второй и провязываю 2 столбика вместе. Далее вяжу до конца ряда. Продолжаю вывязывать лишний столбик в кромку и пропускать его в начале ряда для формирования ровного края. Далее вяжу до конца уже длинного ряда. Здесь убавления не делаю, так как буду делать их не в каждом ряду. В конце второго ряда по ручке я делаю добавление, провязывая 2 столбика в одну крайнюю точку. Первый, второй. Далее делаю подъемную петлю, переворачиваю вязание. И здесь в начале ряда не провязываю мимо одной из добавленных петель, а провязываю столбик без накида в каждую петлю. Таким образом, сделанное в конце ряда добавление будет идти на рост количества петель по этой стороне и образует скошенный угол. Здесь за счет убавки у меня будет образовываться выточка, а здесь за счет добавления в конце ряда будет образовываться угол, который при пришивании к другой составной части образует точно такую же выточку. Количество петель в ряде не меняется. Через ряд я делаю здесь убавление, а здесь добавление. Продолжаю вязать туда-обратно. Сейчас в этом ряду будет убавка на выточке. В этой точке провязываю 2 петли вместе. Продолжаю до конца ряда, где формирую ровный край. Вяжу следующий обратный ряд, где делаю добавление в конце ряда. Так у меня должно получиться около 6 рядов по ручке. Заканчиваю 6-й ряд ручки точно так же добавлением 2 петли в одну точку. Отрезаю нить с небольшим запасом для пришивания короткой части и вытягиваю. Сейчас я имею первую деталь в сумке. Таких деталей будет 4, но не все они будут одинаковые. Итак, 94 ряда, порядка 48 сантиметров по длинной части и порядка 16 по короткой. Ручка имеет необычную форму. Обращаю ваше внимание, здесь выточка, здесь скошенный край. Длина ручки 28 сантиметров. У вас она может отличаться. Шестирядная. Ширина порядка 3-3,5 сантиметров. Сейчас перехожу к вязанию точно такой же детали. У меня будет 2 детали с выпущенной ручкой и 2 детали без ручки. Просто 94 ряда в длину и 27 петель в ширину. Заостряю внимание, у меня 2 одинаковых детали связаны по данному видео с выпуском ручки. Напоминаю, рядность заготовки 94 ряда, ширина заготовки 27 петель. И 2 детали, которые связаны без выпуска ручки, с той же рядностью и шириной. При этом на этих 2 деталях я оставляю запас нити при окончании вязания порядка 3 метров для сшивания деталей. Перейду к сбору изделия.
Важно понять принцип расположения деталей. Деталь с выпущенной ручкой кладу так, чтобы ручка смотрела влево против часовой стрелки. Далее чередую детали. Беру деталь без выпущенной ручки, просто прямоугольник, и кладу его длинным основанием к короткому основанию первой детали, так, чтобы запас нити оказался у основания. Далее беру деталь с выпущенной ручкой и кладу уже к основанию предыдущей детали длинным основанием. Ручка смотрит против часовой стрелки. Вот таким образом. И последняя деталь снова кладется к короткому основанию предыдущей детали. И получается, что к длинному основанию первой детали. Вот таким образом располагаются детали, при этом ручка смотрит против часовой стрелки на каждой из деталей. Добавлю вам подробную картинку, на которой вы можете заострить свое внимание. Начинаю сшивание. Освобождаю одну нить, которую оставила специально для этого шва. Далее, где мне не хватит нитей для швов, я просто буду добавлять. Итак, здесь сейчас мне нужно проложить шов. Я вставляю крючок в первую точку, подтягиваю нить, вставляю в точку основания детали, так как они были приложены друг к другу, и начинаю делать соединительные стежки, вставляя поочередно то в одну, то в другую деталь. И соединительный. Далее стежок за стежком. Хочется обратить внимание, что каждому ряду соответствует одна петля на соседней детали. Не пропускаю точки пришивания, вставляю в каждую следующую как на одной, так и на второй детали. И продолжаю пришивание до угла. Я дошла до угла. Далее продолжаю. Последний стежок попадает в угловую точку. И перехожу на боковую часть. То есть продолжаю пришивать. Здесь уже каждой точке соответствует точно такая же точка на соседней детали. Так как ряд ложится к ряду. А здесь образуется угол. Но несмотря на это, я продолжаю прокладывать свой шов соединительными. Пока не закончится вот эта более короткая деталь, которая дала часть основания. Завершаю пришивание в последней точке, когда заканчивается более короткий прямоугольник. Вывожу нить и делаю имитацию соединения в следующую петлю и возвращаю в исходную точку на изнанку, где в последующем можно будет спрятать кончики. Готово. Подтягиваю соединение. Вот что получается. Получилась часть дна сумки и угловая часть. Кладу изделия, как они у меня располагались, и продолжаю пришивание. Здесь мне нужно ввести новую нить для пришивания. Точно так же иду против часовой стрелки. Ввожу новую нить, отодвигаю в сторону незадействованную деталь, нахожу точку, вершину, детали прикладываю к изнанке лицо, то есть прошиваю их так, как они лежали.
первая петля, и так каждая последующая. Далее прохожусь швом соединительных до угла по короткой части прямоугольника и перехожу на боковую часть прямоугольника. Сейчас я сшила воедино 3 детали. Так это выглядит. И здесь у меня остается место для последней детали. При этом к длинной части прямоугольника я прикладываю короткую, к короткой длинную. И здесь у меня есть запас нити, которым я могу осуществить пришивание. Точно так же нахожу крайнюю точку. Здесь подхватываю ее здесь. И продолжаю по аналогии. Мне осталось проложить последний шов. Он пройдет по короткой части и перейдет на длинную, пока не закончится эта деталь. Перейду потом к пришиванию ручек и спрячем все кончики. А сейчас прокладываю шов по аналогии. Основные швы проложены. Это изнанка изделия, это ее лицо. Дно сформировано 4 треугольниками от основных прямоугольников. И теперь я перехожу к пришиванию ручки. Ручки у меня, как и положено, друг напротив друга. Здесь у меня была выточка. Здесь выточка образуется после пришивания. Пришиваю к вершине прямоугольника. Обычным самым способом, можете выбрать для себя любой. Я буду пришивать туда-обратно, туда-обратно до этой точки. Итак, подтягиваю и ввожу нить с помощью крючка. Можно здесь воспользоваться иглой, кому как удобно. Теперь по тем же самым точкам в обратном направлении. Получаются такие крестики, которые повторяют столбики. Хорошенько закрепляю нить, увожу ее по изнанке и прячу кончики по всему изделию. Сумка получилась очень объемная и вместительная, при этом легкая и функциональная. На нее ушло 3 мотка пряжи. Подробнее оставлю в описании. Ее размеры по дну составляют порядка 29 на 29. С изнанки выглядит вот так. В принципе, является двухсторонним изделием, так как изнанка и лицо выполнены аккуратно и ровно. Ширина изделия порядка 41 сантиметра. Глубина от проймы порядка 35 сантиметров. Очень стильная, необычная, послужит прекрасным пляжным аксессуаром или городским шопером. С такой сумкой точно поместится все необходимое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!